Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ender.io на версии 1.12.2. Сегодня поговорим про материалы и предметы из этого мода. По сути, в этом моде не вводятся какие-то свои руды, которые мы можем найти в мире, но вводится большое количество сплавов, которые необходимы для того, чтобы крафтить предметы из этой модификации. Все сплавы у нас производятся в заводе сплавов, да. Вот это у нас наэлектризованная сталь, такой вот крафт. Это у нас энергетический, слиток энергетического сплава. Дальше вибрирующий сплав. Далее у нас идет сплав из красного камня. Далее у нас идет слиток проводящего железа. Далее пульсирующее железо. Далее темная сталь. Далее у нас сауларий. Слиток стальной края. Iron Alloy Ignat, то есть некий аналог железа получается. Но здесь выигрыш видите в том, что мы как бы из одного слитка железа плюс медь и, например, олово можем получать 3 вот таких вот слитка, которые будут аналогом железа в этой модификации. И есть еще основа края. Вот такой вот сплав у нас получается. Вот эти вот все слитки можно, естественно, собирать в виде таких вот блоков. Можно такие самородки из них делать. А еще можно делать такие вот шарики. Вот эти шарики можно использовать как, соответственно, катализатор в дробителе, который мы рассматривали в прошлом видео. Для того, чтобы повысить выход дополнительной продукции. Далее из таких вот всяких сплавов мы можем делать корпуса для механизмов. Вот, их есть несколько типов на версии 1.12. Это вот простой корпус механизма, просто корпус механизма душ, улучшенный корпус механизма и бездушный корпус механизма. Самый простой корпус механизма уже требует в себе как минимум железа, да, и вот такое вот зерно бесконечности. А вот это довольно интересная штучка, она появляется именно на версии 1.12.2. Вот, и чтобы ее получить, вам придется поджигать, соответственно, блоки бедрока. Давайте я сейчас это продемонстрирую. Берем с собой огнево. И сейчас нам придется, наверное, проковырять до, соответственно, до бедрока. Так, вот сейчас мы до него доберемся. Так, еще чуть-чуть. Вот мы здесь появились. Значит, с 50% шансом нам будут выпадать при поджоге бедрока такие вот зерна. Сейчас посмотрим. Вот я поджег. Через какое-то время, по идее, эти зерна должны здесь заспауниться. Ждем. Вот, слышите звук, да? Вот оно выстрелило. Ну, то есть с 50% шансом у нас из поджога такого бедрока будут возникать такие вот зерна. И эти зерна являются необходимым элементом для многих крафтов в этом моде. Для корпусов, для конденсаторов и так далее. То есть вот, например, конденсатор, да, который мы осматривали в прошлой серии. Он там в крафте, если не ошибаюсь, также использовал. Да, вот он использует, соответственно, зерна бесконечности. То есть без вот этого, без этой механики вам не получится дальше двигаться. Кроме того, такое зерно можно передробить в бесконечную пыль. И, судя по описанию, оно с некоторым шансом может нам заспавнить каких-нибудь мобов. Давайте попробуем. Сейчас мы в мир эту пыль разместим. Вот. Ну, вроде мобы никакие не спавнятся. У меня еще режим просто переключен на мирный, поэтому можете тоже с этим поиграться. Может, вам какие-то мобы заспавнятся, если это необходимо. Далее. Да, значит, здесь еще есть всякие там зомби-электроды, контроллеры и тому подобное, что делается в отрубателе и скрещивателя. Это просто, по сути, просто компоненты для крафтов дальнейших. Вот. То есть вот этот, например, скелетный подрядчик используется для крафта там темного лука или лука края. Про оружие и инструменты мы поговорим в отдельных видео. Вот. Есть здесь также своя пыль, довольно специфичная. Вот, например, органическая зеленая. Да, крафтится у нас в заводе сплавов. Вот несколько вариантов. У нас есть такая вот органическая коричневая краска. Вот, органическая черная краска. Порошковое покрытие органической машины. Такой вот причудливый крафт. Натуральное порошковое покрытие для души.
Вот. Это все, по сути, является у нас элементом для крафтов таких вот более уже продвинутых корпусов механизмов. То есть, чтобы крафтить более продвинутый механизм, вам придется с вот этим вот заморачиваться совсем. Далее, есть такое вот яйцо совы, но для того, чтобы ее заспавнить, вам потребуется еще дополнительную модификацию установить. Кажется, она называется Ender EOZoo. Вот, видим, да, сова не найдена, установите Ender EOZoo. Далее давайте перейдем к предметам из этой модификации. Первое — это наковальня из темной стали. Она нам потребуется еще далее, когда мы будем, соответственно, рассматривать оружие и инструменты в этом моде. Эта наковальня нам будет необходима для того, чтобы устанавливать апгрейды. Вот такой вот вариант наковальни. Далее, есть самосбрасывающий рычаг, по идее. Вообще, я думал, что он будет через какое-то время сбрасываться, но не знаю, не вижу. Может быть, какое-то время должно пройти, чтобы он сбросился, не знаю. Не проверял. Но, по идее, это должно работать так. То есть он сам через какое-то время должен, соответственно, сброситься. Так, есть, соответственно, дверь из темной стали. Есть у нас лестница из темной стали. Есть решетка из темной стали. И люк из темной стали. Насколько я понимаю, они отличаются от обычных своих вариантов из ванилы повышенной прочностью и взрывоустойчивостью. Есть такой вот интересный аналог огнева, такой вот воспламенитель холодного огня. Он спавнит огонь, но этот огонь не должен распространяться по другим блокам. То есть, если мы что-то подожжем, какое-нибудь дерево, да, то, по идее, огонь от него не будет распространяться там по всей площади. Так, далее, что у нас остается еще? У нас есть такие вот переносные заряжатели инвентаря, да, то есть с собой можем таскать, инвентарь заряжать. Вот. Их всего 3 варианта. Вот, это для подзарядки предметов в вашем инвентаре. Есть такой простой, вот как он крафтится. Есть его продвинутая версия, основной заряжатель. И есть, соответственно, вибрирующий заряжатель. Вот. Ну, для того, чтобы они работали, там надо еще энергетический кристалл в них устанавливать. Далее, есть такой стержень опыта. Он нужен для того, чтобы, например, из хранилища с опытом опыт забирать и передавать. Это особенно актуально будет работать в связке с обелиском опыта. Это мы будем в отдельном видео рассматривать. Он является также элементом для крафта, собственно, такого обелиска. Есть такой посох путешествия интересный. Он может вас перемещать в какую-нибудь точку с шифтом, если зажимаем. Вот так вот. Вот. Ну, то есть, как некий аналог жемчуга края получается. Довольно забавная такая игрушка. Так, далее. Здесь есть настройщик координат. Вот мы берем бумагу себе в инвентарь. И, допустим, Shift правый клик. Так, здесь указываем, допустим, название. И у нас это в шаблон записывается с помощью бумаги в нашем инвентаре. Как я понимаю, это, скорее всего, нужно будет для, например, для телепортов. Вот, но я их рассматривать не буду, поэтому для нас это по факту бесполезная штука. Если про телепорты интересно, пишите в комментариях, я, возможно, отдельное видео сниму. Далее, полезная такая достаточно вещь, это электромагнит. Shift правый клик, его активируем. Вот, и обязательно его, конечно, нужно подзарядить. И, соответственно, он будет притягивать предметы. Вот такой магнит. По крафту он вроде достаточно простой. Вот. Поэтому, как вариант, можете для магнитов такое использовать. Это у нас пища такая довольно причудливая. Называется Enderius. Вот, крафтится она из молока, миски, пшеницы и порошка жемчуга края. Порошок мы можем получить дроблением жемчуга Эндера. Так, ну и на этом, пожалуй, все в этом видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. До встречи в следующих сериях. Пока.